Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим горячее блюдо из куриной грудки. Будет сочно, сытно, празднично. Перед началом приготовления проверьте свою подписку на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик, выбирая все уведомления. Только в этом случае вы не пропустите новые видео. Давайте скорее начнем. Начнем, конечно, с мяса. Куриное филе, а точнее грудку без кожи, нужно разрезать вдоль на две части. Таким образом поступаем с каждой половинкой. Если где-то получился просвет, не переживайте, просто прикройте его кусочком курицы. Теперь отбиваем грудку. Можно с помощью специального молотка, но прежде накрыть мясо пленкой. Лучше даже с двух сторон закрыть. Либо использовать острый нож, как в нашем случае, но не касаясь нижнего слоя мяса, чтобы не получился фарш. Перчим, солим, перчим. Переворачиваем, проделываем то же самое с другой стороны. Если использовали молоток для отбивания, то как раз два слоя пленки сверху и снизу вам помогут удобнее перенести отбитое мясо в форму, которую непременно нужно смазать маслом. И оставляем так мясо просолиться, ставя в холодное место. Не забываем накрыть. Нарезаем две луковицы небольшими кубиками. Складываем их пока отдельно. Вслед за луком один сладкий перец очищаем от семян и перегородок. Измельчаем такими же кубиками. Этого вполне достаточно на целую куриную грудку. И ничего страшного, если будет, допустим, больше. Сегодня у нас никаких точных граммов. Еще будем использовать морковь. На крупной терке измельчаем 2 средние морковки. На растительном масле начнем обжаривать сначала морковь. Когда она станет немного мягче, добавляем к ней сладкий перец кубиками. Обжариваем все вместе до полуготовности. Смотрите, чтобы перец не размяк. Овощи снимаем со сковороды. И в этой же сковороде начнем обжаривать в масле лук, нарезанный кубиками. Отдельно он, конечно, лучше обжарится. Ему не помешает сок моркови и перца. По желанию выдавливаем через пресс чеснок. Конечно, посолим, не забываем, так как овощи еще пресные. Посыпаем черным молотым перцем. И в конце добавляем самый важный продукт для вкуса и сочности. Это мягкий сыр. Можно использовать хороший плавленый сырок, мягкий. Или, к примеру, не кислую сметану, густую. И на крайний случай можно использовать, конечно, майонез. Домашнего приготовления или покупной. Выбор за вами. Шубка для курицы должна быть густой. Вот так вот будет отлично. Остается разделить на 4 примерно равные части. Каждую переносим на куриное филе, которое уже отлично пропиталось солью и перцем. Укладываем плотно, но при этом отступая от края. Мясо при запекании, конечно же, сжимается. Но это еще не все. Ставим отбивные из курицы под овощной шубкой в духовку. Температура запекания 200 градусов, время 10 минут. На крупной или мелкой терке натираем сыр. Тот, который хорошо плавится, можно использовать сулугуни. И спустя 10 минут запекания достаем отбивные, обильно засыпаем их сыром. Сколько хотите сыра, столько и добавляйте. У меня ушло где-то 1,5 стакана в натертом виде. Быстро возвращаем в духовку отбивные и ждем, когда сверху будет сырная румяная корочка. Пройдет еще около 20 минут. Сырный слой образовал пленку, под которой осталась вся сочность. Мясо не пересохло. И шубка осталась тоже вкусной и сочной. По желанию, конечно, можно сыр добавить за 5 минут до готовности, тут уже как вы решите.
Излишне говорить о сочности блюда, вы и сами все видите. Выглядит достойно и аппетитно. Вам понравился рецепт? Обязательно напишите, делитесь видео с друзьями. Не забудьте поставить нравится, это лучшая благодарность от вас. Удачного приготовления, пока!